Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова и рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня предлагаю вам сделать вот такие замечательные маленькие заколочки в красных и белых тонах. На конфетке Рафаэлки похожи мои украшения. Работой своей сегодня я очень довольна и хочу, чтобы вы тоже вместе со мной сделали для своих маленьких модниц вот такую красоту. А девочка, украшенная такими заколочками, никогда не останется незамеченной. Давайте же начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня будем делать парочку вот к такой прекрасной заколке. Для работы нам понадобится сегодня ножницы, зажигалка, пинцет, зажим для волос длиной 3,5 сантиметра, небольшая стразовая серединка для цветочка и по 8 квадратов ленты репсовые 4 на 4 сантиметра и репсовые ленточки 2,5 на 2,5 сантиметра. Я взяла белый и красный цвета. Такая заколка очень хорошо подойдет школьнице для украшения прически. Кроме этого, есть вот такая основа. Можно сделать из фетра. Я сделала из канвы для вышивки, потому что тоненькая и держит форму. Диаметр такого кружочка 2 сантиметра. Главное украшение, придающее изюминку нашей заколочке, это такие прекрасные кружевные элементы. Некоторые из них продаются метражом, например, вот такие вот ромашечки у меня есть. Вот эти цветочки я вырезала из замечательной кружевной тесьмы, вот такое вот, из вот такой ленты. Бывают они, вот бантики такие идут, я тоже использую в своих работах. Бывают они очень маленького формата, тоже классно украшать им разные аксессуары, бантики, заколки и так далее. После того, как я приготовила кружевные элементы, а для нашей заколки вот таких вот цветочков мне понадобится 7 штучек и плюс 1 ромашка для изнанки, чтобы закрепить зажим. Когда я вырезала из тесьмы вот такой цветочек, да, нужно готовить заранее и отрезать, вырезать то, что нам нужно, остальное все отрезать и опалить огнем зажигалки, чтобы цветочек имел такой законченный вид. Все прекрасно оплавляется, вы видите. Ромашечку тоже мы опаляем, делая ей четкий контур. Итак, займемся лепесточками. Вот таких вот лепесточков для нижнего ряда заколки белого цвета нам нужно 8 штук. Для этого я беру квадрат репсовой ленты 4 на 4 сантиметра, оплавляю края обязательно. И мы делаем из этого квадратика треугольник. Косыночкой складываем ровненько. Советую начинать делать лепестки с ленты более крупного калибра, чтобы на мелкой ленточке потом уже было вам легче. Что я делаю? Когда совместила два вот этих уголка, я оплавляю немного, чтобы они схватились. Так мне удобнее работать. Далее я помогаю себе пинцетом, нахожу серединку и складываю лепесточек, квадратик этот еще раз пополам. Место сгиба у меня справа. И теперь тоже помогаю себе пинцетом, зажимаю вот так вот серединку. И вот эту часть подвожу вниз к серединке, к месту сгиба. Вторую часть делаю симметрично. Тоже с другой стороны. Все слои ленты вот здесь находятся на одном уровне. Если нужно, мы поправляем их пинцетом. Далее зажимаем пинцетом вот эти уголочки пальчиками, и я срежу здесь несколько миллиметров. Далее это место нам нужно сплавить огнем. Зажимаем пинцетом, оплавляем. Теперь я держу к себе боком лепесточек и срежу ненужный объем ленты. Сделаю лепесток более плоским. Обязательно краешек зажимаю пинцетом и прохожусь огнем зажигалки, оплавляя все срезанные края. Вот такой лепесточек, капелька у нас получился. Когда готовы у нас лепестки белого цвета 4 на 4,
из ленточки, мы сделаем все то же самое, только из ленты более маленькой, более узкой. Оплавляем края. Квадратик 2,5 на 2,5. Также складываем косынкой, превращаем в треугольник. Склеиваю краешки. Помогая себе пинцетом, зажимаю треугольник посерединке, делаю еще один треугольник, держу к себе сгибом справа, зажимаю серединку и отвожу вот эти вот части к низу, к серединке. Вторую часть симметрично делаю также. Остается маленький-маленький вот здесь вот уголочек. Зажимаю пинцетом как можно ближе к краю и оплавляю огнем. Такая маленькая капелька у нас получилась. И тоже мы держим ее боком и срежем небольшую часть этого треугольника, да, делая его более плоским. Тоже оплавляю огнем и расправляю лепесточек. Ну вот такие вот маленькие капельки у нас получились. По 8 штук. И приступим теперь к сборке нашего цветочка. Для этого я беру основу, на которой буду устанавливать нижнюю ромашку, которая будет состоять из 8, простите, лепесточков. У меня разогрет термоклей, наношу каплю клея на изнанку нашего лепесточка, на его краешек. Начинаю выкладывать лепесточки. Первый ряд лепесточков у нас готов. Помещаю сюда вот такую сердцевинку, на которую буду наклеивать второй ряд красных лепесточков. Никуда не торопимся, начинаем приклеивать красный лепесточек в шахматном порядке между белыми лепестками. Наношу тоже капельку клея на основание лепестка. Главное здесь никуда не торопиться. Лепесточки очень мелкие, работа кропотливая, поэтому здесь главное не торопиться. Клеим последний лепесточек. У меня и в первой заколке, и во второй получается, что 8-й лепесток не входит во второй ряд, поэтому по 7 лепесточков получится у нас, а не по 8. Ну, ничего страшного, ромашка у нас сложилась красная, вы видите, по-моему, получилось неплохо. И теперь все, что нам осталось сделать, это аккуратненько украсить кружевными элементами, которые я уже подготовила, нашу заколочку. Нанесу клей на ромашку и приклею кружевной элемент.
Такая вот маленькая стразовая серединка красного цвета украсит нашу заколку. Снизу к основанию нашей заколочки подклею кружевные элементы. Еще один плотный кружевной элемент, ромашка, я буду использовать для закрепления заколочки на зажиме. Поэтому я в этой ромашке сделаю 2 надреза ножницами, чтобы вдеть в спинку зажима ее. Вот наша спинка, и вот так вот мы ее вдели. На эту часть наносим клей и подклеиваем к изнанке нашей заколочки. Можно сделать такие цветочки и на резиночках, украшать школьные хвостики и косички к школьной форме и сделать в любых цветах вашей школьной формы. Ну вот, друзья, вот такие вот милые заколочки для девчонок у нас получились. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, делитесь тоже своими советами, своими впечатлениями. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.